Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 26 июня. Поговорим о том, что это за такой день, что у нас по народным приметам, а также что можно и нельзя делать в этот день. Вы знаете, в этот день, 26 июня, существует достаточно много примет и обычаев, которые выпадают именно на 26 июня. В этот день отмечают Акулину-Гречишницу. А вот праздник имеет свои традиции, обряды, и люди в старые времена молились страдалице Акулине и просили хорошего урожая и достатка. Каждый год люди отмечают 26 июня как один из самых необычных и интересных праздников – Акулину-Гречишницу. Люди молятся святой и просят хорошего урожая. Молитвами стараются задобрить Акулину. Кроме этого, вечером устраивают настоящий пир. Пекут из гречневой муки оладушки и другие лакомства. Угощают родных и близких сердцу людей. В праздник Акулины-Гречишницы не советуют думать о плохом, ссориться с родными и близкими сердцу людьми. Иначе будет беда и много неприятностей на пути. В праздник Акулины люди готовили вкусности и выставляли на улице, чтобы малоимущие могли полакомиться. Обязательно в этот день стоит сварить кашу с молитвами и обещаниями, что не будет никто грешить. Тем, кто отведал кашу, обязательно нужно поблагодарить хозяев дома и пожелать им здоровья и успеха во всем. Считается, что если отведать кашу у кого-то в доме, то тогда год будет богатым и удачным. Можно тогда и не переживать о достатке и о благополучии. Что же нельзя делать 26 июня? На Акулину не советуют сеять гречку, иначе будет неурожайный год. В этот день, 26 июня, запрещалось ходить в лес. Считалось, что люди могли попасть в паутину злых духов и не вернуться домой. Поэтому откладывали сбор грибов на следующий день. В этот день, 26 июня, запрещалось употреблять молоко. Считалось, что данный молочный продукт именно 26 июня будет акульем, поэтому принесет много зла и горя. Если в данный день недели много трудиться, то можно привлечь зло и неудачу в свою семью. Перед тем, как садиться за стол вечером, советуют помолиться, сказать хорошие слова каждому члену семьи, и затем можно только начинать ужинать. Если кто-то пришел в гости после захода солнца, его впускали только на порог. Считалось, что можно таким образом вынести свою удачу и счастье. И в этот день достаточно много уделяли внимания погоде и примет, связанных с природой. Как говорили, какая погода, таким будет и конец лета. В народе считали, что если огурцы не созрели, от них не будет уже никакого толку. Если 26 июня мошка летает кругами, то погода будет хорошей. А если скучивается в одном месте, то стоит ожидать дождей и резкого похолодания. Если идти лесом в данный день недели, то вы можете привлечь неудачи и финансовые трудности. Люди, которые устраивали пир именно 26 июня, будут купаться и в богатстве, и в славе. Мошка и комары столбом летают, день будет ясным сегодня, значит и солнечным. Если пчелы начали сбор меда до восхода солнца, то тогда стоит ожидать хорошую погоду. Если тихо сидят и мало летают, то это говорило о том, что в скором времени будет дождь. За горизонт солнце спряталось, а на паутине паук тихо сидит, то знали о том, что погода будет ясной и солнечной. А если мотается по паутине, стоит ожидать дождей.
Поэтому как проведете сегодня, 26 июня, таким будет и все лето. Вот, друзья, у нас с вами такие народные приметы на 26 июня. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, все-таки придерживайтесь народных примет. Недаром наши предки о них часто говорили.